Здравствуйте, друзья! Сегодняшний видеообзор посвящен сравнению двух акустических систем от Edifier. Это R1900TV и R1700BT с Bluetooth системой. Они перед вами. Меньшего размера колоночки R1700, большего размера колоночки R1900. Эти две системы отличаются размером акустической камеры резонатора, то есть корпусов, а также размером динамика, он тоже у них разный. Также колоночки отличаются и по параметрам. Перед вами спек на R1900TV. У нее заявленная выходная мощность 120 Вт. Обе системы имеют биампинг и цифровое усиление, цифровую обработку сигнала и раздельное усиление. То есть эта система R1900TB имеет 24 Вт на твиттер и 36 Вт на басовый динамик, в то время как система R1700BT имеет всего 15 Вт на твиттер и 18 Вт на басовый динамик. Также размеры динамика у этой малышки 4 дюйма и 19 мм, 3/4 дюйма твиттер, а у R1900 размеры динамика 5,25 дюймов, у басового динамика и 1 дюйм, то есть 25 мм твиттер. Они имеют разные схемы усиления также. Например, R1900 имеет, позвольте-ка я подвину ближе, имеет усилители TAS 5707, а R1900 имеет усилители TAS 5342, что значительно более мощные усилители. Ну и благодаря этим усилителям и благодаря другим размерам и калибру, скажем, динамиков, эти системы звучат, соответственно, несколько по-разному. Скажем так, это два концепта двух полосок с биампингом от Edifier. Например, колонки R1700 можно позиционировать и как похожую на R1600 и на 1800, а вот колоночки R1900, скорее всего, имеют родственными модель R2000DB. То есть по нарастающей Edifier, у них от самых маленьких деревянных колоночек R18, дальше идет там линейка 980 модели, 1280, следом за ней подступают вот эти вот 1100 еще и сразу 1600 модель. То есть Edifier выстроил лаконичный, но очень точно рассчитанный ряд. Каждый пользователь может выбрать себе колонки по размеру, по мощности, по громкости звучания, по каким-то иным признакам, Bluetooth, например, возможность подключения, там еще что-либо. Эти две модели все-таки очень похожи. Это раздельное усиление с фильтрами высоких порядков раз, и новая технология в изготовлении динамиков 2, ну и, пожалуй, деревянные корпуса, традиционные для Edifier 3, и вот это вот уже очень важно. То есть корпуса без гулких частей, они не дают ненужных призвуков, это очень важно для акустических систем, в них нет дребезжащих каких-то частей из тонкого материала сделанных. Кстати, порты фазоинвертора у 1700 выведены вперед, а вот у 1900 выведены назад. То есть при расстановке этих систем следует это иметь в виду. Ну, скажем так, фазоинвертор, расположенный сзади акустической системы, должен быть сантиметров 20-15 от стены. А у этой системы таких ограничений нет, ее можно ставить вплотную, хотя в любом случае колоночки нужно довернуть, поэтому особого значения, прям скажем, для расстановки это не играет. Давайте послушаем, как работают эти системы. На первой кнопке у нас 1700. Регуляторы тембра стоят строго в среднем положении, там фиксаторы у них есть. Обе системы имеют регуляторы высоких и низких частот, только у 1700 они расположены сбоку, а у 1900 сзади.
1700. $1900. Возможности тембров, регуляторов тембров 1900 я показывал. Низкие частоты в максимум. Низкие частоты в минимум. Низкие частоты в среднем положении. 1700 модель. Регулятором низких частот максимум. Гудение появилось. Минимум. В среднем положении. Высокие частоты максимум. Минимум. В среднем положении. 1900. Высокие частоты максимум. Высокие частоты минимум. В среднем фиксированном положении. Играет 1900. Теперь давайте проверим максимальную громкость, развиваемую той и другой системой. Я сейчас поставлю регулятор общей громкости в малое положение, положение низкого уровня сигнала, скажем, значительно ослабленное. На колоночках выставлю максимальный уровень и буду между ними переключаться. Мы сразу услышим, какие способны играть громче. Вот максимум 1700. Вот максимум 1900. 1700. Я бы сказал, пару децибел всего лишь проигрывает по максимальной громкости 1700. 1900 звучит погромче, но пара децибел буквально. То есть, если я сделаю максимум, мы услышим максимальные возможности этой и той системы. О чем это нам говорит? О том, что чувствительность динамиков 1700 выше, чем у динамиков 1900. То есть 1900 принимает 120 Вт. Хотя на Twitter не факт, что она их принимает, скорее всего там и половина не востребована, но тем не менее. А даже по басовому динамику принимает там 36 Вт, а это принимает 18 Вт, но при этом у 1700 динамички имеют более высокую чувствительность, при подаче 1 Вт они звучат громче, чем 1900, и от этого получается такая незначительная разница по максимальной громкости, при том, что потребляемая мощность и выходная мощность у этих колонок разительно отличаются. Я вам так скажу, что максимальная громкость это не главный показатель для этих колонок. Они звучат очень громко, поверьте нам.
можно разнести полдома этой музыкой, но основное достоинство этих колонок, во-первых, что они имеют цифровое усиление и систему ухода от перегрузки, во-первых. Во-вторых, они развивают достаточно высокую громкость, и не нужно ее превышать для обычных бытовых условий. Для концертных нужд, для нужд каких-либо танцполов существуют совершенно другие акустические системы. Даже для озвучки голосовых каких-то митинговых встреч, семинаров тоже существует другая техника. Эта техника, в общем, мониторы ближнего и среднего поля, предназначенная для жилых помещений умеренного объема, скажем так, не 50 метров зала, а 25 максимум возможно. И очень высокого качества, очень по сравнению с старыми концептами колонок, которые выпускались до этого. То есть эта линейка, она пока еще не имеет конкурентов на рынке, насколько я понимаю. Вот, и очень высокого качества за умеренные деньги. Хотя, между прочим, цена этих систем, как мне известно, превышает аналогичные по калибру акустические системы, выполненные на аналоговой базе. Ну что ж, во-первых, жизнь улучшается, как известно. Во-вторых, примененные технологии хоть и позволяют при массовом производстве снижать себестоимость, но все-таки стоят несколько больше, чем устаревшая система. Рассмотрим импедансы этих акустических систем. Это даст нам понимание, как формируется работа низкочастотного звена, на что они способны, так сказать. Вот это вот кривая импеданса R1900 с частотой настройки приблизительно на 62-63 Гц. Вот кривая импеданса R1700 с настроечкой повыше, под 70 Гц. Если эти две кривые сложить вместе, то можно сказать, что 1700 настроена повыше, а 1900 настроена пониже, поглубже и способна играть более низкий регистр, более отчетливо. Ну, сказать по правде, ниже 50 Гц особо так природных звуков нет, открытая струна ми бас-гитары вряд ли кому-то доставит особое удовольствие. Там вообще начинается плавный спад, это же не значит, что система вообще ничего не играет ниже 50 Гц. Играет, конечно, просто начинается затухание. А до там 62-60 Гц система играет абсолютно линейно. Ну, по крайней мере, так обычно работает хорошо настроенный резонатор. Абсолютно линейно, до частоты настройки резонатора и даже чуть ниже. Но это теория аудио, это отдельная тема, как реализовано, зависит еще от кучи факторов. Вот. Но это вам просто для понимания о том, что колонки имеют разного размера корпусы, разного размера динамики, разную мощность они потребляют, принимают и имеют несколько разную настроечку. Резюмируя сравнение этих двух акустических систем, я могу сказать, что они стоят одна другой. То есть каждая из них имеет свое назначение, своего покупателя и может оказаться быть полезным в том или ином случае. В частности, менее габаритная 1700 меньше займет место на рабочем столе, способна лучше возможно воспроизводить басы на низком уровне сигнала. Бас более акцентированный, собранный, плотненький, упругенький. У 1900 бас может оказаться несколько более рыхлым, может и не оказаться. Это уж как вы расставите колонки, то есть ей уже нужно уделять больше значения, большее внимание при расстановке акустической системы. 1700 имеют Bluetooth, 1900 его не имеет. Насколько я помню, оба имеют цифровую обработку сигнала и не могут быть перегружены с помощью защиты от перегруза, которая в них встроена. Каждая из этих систем имеет своего покупателя, очень похожие внешне, красивая, выполненная под дерево. Возможно, есть другие формы отделки, я не знаю. Мне нравятся обе системы, а вам предстоит самому выбрать. Возможно, этот обзор вам поможет. На этом позвольте закончить обзор. Счастливо, ребята, увидимся в следующих обзорах.